Порвала балаклаву на кончике. 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима получила гражданка Швейцарии Зодианон Омоновца на мирном женском марше протеста. Осужденная Наталья Хирше родилась в Беларуси, но уже более 10 лет живет в Европе. На родину она приехала, чтобы провести здесь короткий отпуск, во время которого единственный раз приняла участие в женском марше. В итоге женщину задержали и осудили на 15 суток. Но на свободу она так и не вышла, так как была привлечена к уголовному делу о насилии в отношении сотрудника милиции. Пострадавшим оказался сотрудник ОМОНа по фамилии Кончик, который обвинил Наталью в порче форменного обмундирования и в нанесении телесных повреждений. Инцидент произошел 19 сентября. Женщина стащила с нападавшего на нее силовика балаклаву, случайно поцарапав ему лицо. Изначально за свою травму Кончик потребовал возмещения морального вреда на сумму в 100 рублей. Однако во время процесса денежный аппетит силовика возрос в 10 раз. Суд удовлетворил требования о компенсации в 1000 рублей, а также постановил уничтожить изъятый у Натальи бело-красно-белый флаг. На процессе присутствовал посол Швейцарии, который выразил сожаление о столь жестоком приговоре и пообещал, что Наталье будет оказана поддержка в рамках консульской защиты. Лукашенко опять кошмарит тунеядцев. Сегодня во Дворце независимости прошел очередной аншлаг бывшего президента Беларуси. Нелегитимный собрал своих верных чиновников, чтобы обсудить планы на следующий год. Несмотря на то, что любые указы Лукашенко уже давно не имеют законной силы, он настойчиво продолжает продвигать свою коронную повестку. В этот раз речь зашла о так называемых тунеядцах. По мнению диктатора, именно они выходят на митинги за новую Беларусь, чем доставляют много хлопот ОМОНу и судьям. По этой причине экс-президент приказал чиновникам в срочном порядке трудоустроить всех, кто недоволен режимом. А вот спрашивать мнение людей или тем более заглянуть в Конституцию, где указано, что труд – это не обязанность, а право граждан, очевидно, никто из слуг народа не собирается. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. Кроме того, на совещании Лукашенко поставил перед правительством задачу увеличить в следующем году реальные доходы населения, а также сдержать рост цен. Стоит отметить, что подобные задачи перед чиновниками нелегитимный ставит каждый год, только ситуация в стране почему-то только ухудшается. Ошеломляющие успехи лукономики. Резервы Национального банка стремительно сокращаются. Всего за 2020 год их запасы снизились на 2 миллиарда долларов. Такой итог может быть связан с огромными долговыми обязательствами. На сегодняшний день сумма внешнего долга Беларуси составляет более 18 миллиардов рублей, а сумма государственного долга достигла отметки в 58 миллиардов рублей. В следующем году ситуация вряд ли изменится. Платежи по долгам будут еще больше, а поступления в бюджет еще меньше. И сколько бы чиновники ни пытались обвинить бастующих в том, что именно они виноваты в экономических трудностях, все прекрасно понимают, что такой исход связан с бездарной политикой нелегитимного и его окружением. Плохая карма в действии. Вчера в Минске задержали двух сыновей бывшего пресс-секретаря МВД Дмитрия Портона. Парни 20 и 27 лет шли на стоянку, но дальнейший путь им пришлось проделать не на личном транспорте, а в автозаке. Вероятно, в семье одного из топовых госпропагандистов завелись пламенные революционеры. Впрочем, такие истории для протестной Беларуси не в новинку. Например, этой осенью были задержаны два сына мэра Витебска. Один из них даже отсидел по народной статье 2334. Как тут не вспомнить культовый анекдот из современных реалий про белоруса, которого бьют ОМОНовцы, а он им кричит, что голосовал за Лукашенко. За него никто не голосовал, отвечают те и продолжают свою работу. Важно отметить, что во время вчерашнего марша воли были задержаны более 300 человек. Самый младший из них 13 лет, а самый старший 79. Некоторых задержанных в тяжелом состоянии из РУВД забрала скорая. Среди пострадавших есть мужчина с огнестрельным ранением. Преступники будут наказаны. Несколько сотен человек подали свои заявления в книгу регистрации преступлений. Напомним, что данная инициатива была предложена Светланой Тихановской в качестве второго этапа Народного трибунала. Над проектом работают профессиональные следователи, прокуроры и юристы из команды «Байпол». Они анализируют информацию и готовят кейсы о должностных преступлениях пособников режима, с которыми сталкиваются простые белорусы. Имена преступников и собранные доказательства будут использованы для включения в санкционные
санкционные списки, а также для возбуждения уголовных дел на международном уровне и в Новой Беларуси. Сайт единой книги регистрации преступлений создавался специалистами в области IT, которые внедрили систему, делающую невозможным компрометирование личных данных человека, что особенно важно в текущих реалиях Беларуси. Как показывает итог первой недели работы инициативы, команде Байпол предстоит большая работа. Лукашенко окружил себя отъявленными бандитами, место которых на скамье подсудимых, а не в госорганах. Бесстрашное слово. Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова награждены премией имени Мартина Лютера. По словам оргкомитета премии, эти три женщины символизируют борьбу десятков тысяч мирных демонстрантов за политические перемены в Беларуси. Церемония награждения пройдет 24 апреля в немецком Вормсе. Премия «Бесстрашное слово» вручается раз в 2 года людям, которые смело защищают свои убеждения, встречая на своем пути жесткое сопротивление. Напомним, что Мария Колесникова до сих пор находится в Жодинской тюрьме, а Светлана Тихановская и Вероника Цепкало были вынуждены покинуть страну из-за давления нелегитимной власти, а также опасаясь уголовного преследования. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, твиттер и инстаграм. До встречи завтра и живи Беларусь!